для начала давай я хочу изложить общие постулаты, то, что, собственно, всем давно известно, но, может быть, для кого-то напомню. Билетная программа УЕФА по Евро-2012 стартовала в марте 2011 года, когда от любого болельщика со всей территории нашей планеты могла поступить заявка на билеты. Вот, УЕФА их бронировала, каким-то образом удовлетворяла, то есть система была несколько, скажем так, обезличенная, то есть человек заказывал билеты на матчи, не зная, что он получит, потому что он заказывал билеты в Донецк, заказывал билеты в Киев, Варшаву, Гданьск, куда угодно, не понимая, какие команды и с каких групп будут там выступать. 2 декабря прошла жеребьевка. Вот. И, соответственно, 12 декабря стартовала билетная программа УЕФА, связанная уже непосредственно с ассоциациями и с теми группами, которые определились по итогам жеребьевки. Вот. Значит, изначально прием заявок на сайте УЕФА должен был закончиться 29 февраля, но потом они в связи с там не очень понятная логика была, но тем не менее они продлили прием заявок до 2 марта. Вот, соответственно, все болельщики, кто желал это сделать, подали свои заявки на сайт УЕФА. Вот, УЕФА эти заявки приняла. Вот, 2 марта прием заявок был закончен, и каждая из федераций, соответственно, получила уведомление о том, что прием заявок закончен, и далее, соответственно, надо было произвести некий розыгрыш, жеребьевку среди тех, кто прислал свои заявки. Мы очень долго с УЕФА разговаривали о количестве выделяемых билетов-пакетов, да, если брать историю с 3 матчами сразу. Вот. Но на каком-то моменте мы остановились на цифре 6 тысяч. Вот. По своему опыту, по общеевропейскому опыту, эти 6 тысяч пакетов были разделены среди 3 категорий футбольных болельщиков. 2000 было выделено организованным фан-объединением, то есть те, кто постоянно приходит на матчи нашей национальной сборной, поддерживает свои клубы. 2000 для так называемого General Public, то есть, условно говоря, все те, кто прислал заявки, но не входят в данное объединение. И 2000 пакетов для так называемого Football Family, то есть это клубы, это Российская футбольная премьер-лига, это футбольная национальная лига, клубы 2-го дивизиона, многочисленные межрегиональные объединения РФС, комитеты, комиссии РФС, профсоюзы и так далее и тому подобное. То есть все, кто имеет какое-то опосредованное значение, входят в круг деятельности Российского футбольного союза. Соответственно, по-моему, 6 или 7 марта мы получили данные из УЕФА. После того, как нами была некая предварительная обработка данных, поскольку это все-таки там определенные компьютерные действия надо было совершить, 14 марта была проведена жеребьевка, по итогам которых в УЕФА были отправлены списки с той раскладкой, о которой я вам говорил уже, да, что 2000 пакетов это под организованное фан-объединение и 2000 под General Public. Начиная с 15 марта УЕФА начало уведомление победителей, то есть посредством электронной почты, в основном посредством электронной почты, это основная точка связи. Вот. До 20 марта, соответственно, они должны производить снятие денег с кредитных карточек у тех, кто оказался победителем. Вот. Если, как говорится, с первого раза это не удастся, они будут повторно оповещать болельщиков о том, что это не удалось, и будут продолжать эти действия до 30 марта. Если до 30 марта им не удастся списать деньги с карточек, то заявка будет аннулирована, и, соответственно, этот выигрышный лот перейдет кому-то следующему, но это на усмотрение УЕФА. Существует еще вторая форма оплаты. Помимо кредитных карт, это банковский трансфер. Тут немножко временные рамки расширены. Они, начиная с 15 марта, опять же уведомляют победителей и дальше пишут процесс оплаты банковским трансфером и принимают банковский трансфер до 5 апреля, соответственно, 2012 года.
можно еще сказать, что сами билеты, непосредственно бланки, УЕФА начнет печатать только 2 мая. И ориентировочные сроки, которые они ставят по рассылке билетов, это 7 мая они начнут рассылку билетов. То есть я думаю, что болельщики начнут их получать 15-16 мая 2012 года. Всего пришло 27 800 заявок, по-моему. Но если мы с вами отбросим заявки, потому что УЕФА позволял это сделать, на четвертьфинал, полуфинал, финал, и разделим это на 3, поскольку у нас 3 матча, да, один человек мог заказывать сразу на 3 матча, то мы получим ориентировочно, на мой взгляд, у меня, честно говоря, нет прям точной статистики, но порядка 8 тысяч пакетных заявок. То есть, исходя из нашей математики, мы понимаем, что где-то 50% всех тех, кто прислал заявки на сайт УЕФА, получат свои билеты. Изначальная задумка с СМС была следующая. Мы хотели как бы на своем уровне попытаться проконтролировать поступающие заявки в УЕФА. Да? То есть мы хотели на своем уровне попытаться вести, может быть, некий контроль безопасности, да? Потому что у нас есть определенная информация, да, о персонажах, которые могут бронировать. Но со временем по количеству приходивших СМС мы поняли, что история наша не очень удалась, оказалась не очень интересная. Мы от нее не отказались, то есть не давали какой-то дополнительной информации, только по причине того, что мы поняли, что приходящие СМС – это потенциальная база наших болельщиков, которую мы потом с их, конечно, уведомлением можем использовать для своих каких-то нужд информирования событий РФС. Есть некие болельщики, которые там, как сказать, я пытаюсь подобрать слово, поскольку очень сильно волнуюсь, жаргонно говоря, засветились, да? То есть некие болельщики, которые там и по данным МВД, и по нашей службе безопасности входят в некий круг лиц, и мы хотели, вот у нас был такой порыв на предварительном этапе, да, попытаться это как-то отсечь. Вот. Но, к сожалению, я говорю, история не очень получилась, хотя позитив мы все равно для себя видим, я говорю, опять же, в создании вот этой базы. Небольшое тоже уточнение по поводу визы. Там может возникнуть такая ситуация, когда люди, допустим, российские болельщики, если, дай бог, сборная России пройдет дальше и вдруг ей предстоит сыграть на Украине, а потом снова в Польше, то людям нужно будет, болельщикам, выехать из Польши на Украину и потом вернуться в Польшу. Вот этот вопрос, нюанс там такой, он этот как нюанс, бы рассматривается? опять же, в сфере наших переговоров очень такой у вас позитивный взгляд на историю в связи с тем, что четвертьфинал мы в любом случае играем в Польше, попадаем на группу, где нам выходит либо Германия, либо Голландия, скорее всего. Вот. Но этот вопрос также прорабатывается. Там сложность-то будет с точки зрения въезда обратно, потому что попасть на Украину для наших болельщиков не будет сложности. А въезд обратно возможен, соответственно, только на финал. Это опять же у нас в стадии переговоров с польским посольством.